Добрый день, я вас приветствую. Сделала расклад сегодня вам, что будет на старой работе и как обстоят дела на новой работе. Честно, не могу сказать вам ничего прям такого положительного и прям очень хорошего, потому что ситуация обстоит не очень позитивно, как казалось бы. Значит, что со старой работе? Здесь у нас выпадает запретный плод, жадность, антихрист и еще дополнительные вот карты я здесь разложила, чтобы можно было уточнить. В общем, кормят какими-то обещаниями, что-то там бесится, не понимают, куда идти, какие шаги вообще предпринимать, что делать. Я думаю, что какая-то вот такая кризисная ситуация тоже ударила по компании, поэтому у них просто нет каких-то там возможностей, и они пытаются как-то побольше урвать, ужать, как можно больше урезать зарплаты. Здесь еще выпадает серп Сатурна, то есть показывают, да, урезают и зарплаты, и людей выгоняют, и думают, нервы трепет, как бы кого оставить, не оставить. В общем, кормят обещания, никакого толка от них нет. Ленорман здесь немножечко показывает их в более положительном свете, но тем не менее все равно сидят, ничего не делают, ничего менять не хотят, идти на уступки какие-то тоже уже как-то не хотят, потому что не знают, как поправить свое положение. Носятся одновременно сидят, ничего не делают, а будут ли звонить, как-то вот показывает, что, наверное, они не очень планируют, хотя Ленорман говорит, что есть какая-то слабая надежда, что вдруг они, если там себе что-то там надумают, решат, что их осенит, то, может быть, они позвонят и что-то вот предложат, какой-то проект, если у них будет. Но пока вот как-то непонятна вот эта ситуация, ничего они делать не собираются. Значит, с новой работой. Я единственное, что не очень поняла, новая работа – это уже конкретное предложение или это поиск? Потому что здесь вроде как выпадает 4 ветра, то есть вроде как очень большие хорошие возможности, удачные какие-то предложения. Прям надо просто ловить этот ветер, да, и идти к нему. В то же время магический круг, но здесь вообще положительно выпадает. То есть, если это конкретное предложение, да, какое-то, то очень хорошее, очень выгодное предложение. То есть коллектив там будет хороший, позитивный, дружелюбный, ничего они утаивать не будут заботиться о своих сотрудниках. Вот. Но в то же время я вижу, будут перезвонят ли они по поводу предложения, понравились вы им, как-то изобретатели злого, тоже они ищут какую-то выгоду, и что-то они там пытаются мудрить, хотя... Но вот если это просто конкретное приложение, то, скорее всего, я бы сказала нет. Если это именно в целом про поиск работы, да, давайте, может быть, уточним, то как бы вариантов много, но как-то вот выбора как конкретного нет. Так, что ли, получается? Потому что здесь вот Ленорман вообще выпадает крест, гроб, сердце, то есть желание найти что-то вот по сердцу и постоянное бегание по кругу, да, и здесь круг, то есть постоянное бегание по кругу, какие-то непонятные не те, может быть, условия или что там, и вот по сердцу никак не получается найти, но когда-нибудь все-таки вот встретится этот вариант, вот. Надо просто внимательно смотреть, может быть, слушать, не отвергать сразу все, да, там, не рубить на корню вот так вот. Вот. И в то же время вот Ленорман тоже вот показывает какой-то сад, ограниченность, то есть перезвонят они или нет, да, с вот этого новой работы. Вот как-то у них там все внутри так прекрасно, замечательно, что вот что-то они тоже непонятно, думают, не думают. То есть какого-то конкретного ответа нет, потому что здесь да, нет, и здесь тоже да, нет. Непонятно вообще. Что, значит, будет ли что с работой в ближайший месяц, найдете ли вы работу? Что-то показывает вообще какие-то, в общем, все идет на убыль, зависимость от каких-то денег, постоянно вот много-много-много предложений, ничего толкового, ничего хорошего нет. Какие-то грубые люди, да, встречаются, может быть, бешеные какие-то начальники непонятные. В общем, как-то вот перспективы не очень. И что делать, чтобы найти, может быть, какой-то вариант? Все-таки, может быть, посмотреть какие-то государственные должности, может быть, посмотреть должности
в сферах таких вот красоты, сферах помощи маленьким деткам, государственные какие-то службы, может быть, какие-то контракты по договорам, обратиться к каким-то друзьям, к советчикам, вот, найти, может быть, какие-то вот связи, поспрашивать, снизить, обязательно пишут, что вот, может быть, снизить зарплату, вот, снизить зарплату, требования по зарплатам и, может быть, искать какие-то более мелкие должности. Вот. И не лениться здесь, не лениться, то есть не ждать, что работа сама себя найдет, к сожалению, так не будет. Вот. Но вообще непонятно, потому что показывают вроде как какие-то вот здесь вот варианты есть замечательные, но что-то подпутного из этого ничего не выходит, и в ближайший месяц, это получается июнь, недели 2-3, какая-то ерунда получается. Вот, к сожалению, ничего такого приятного сказать не могу. Давайте уточним по конкретному предложению, тогда рассмотрю его.